Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Канада встретила их не открыточными видами, а плотной, осязаемой стеной запахов. Мокрой хвои, прелой листвы и холодного, почти металлического воздуха. Когда Алексей заглушил мотор внедорожника, тишина, навалившаяся на салон, показалась оглушительной. Это было не то отсутствие звука, к которому они привыкли в городской квартире, где тишина означала лишь паузу между шумом лифта и сиренами полиции. Здесь тишина была живым существом. Она слушала. Елена, его жена, сидела на переднем сиденье, вцепившись в дверную ручку. В ее глазах читалась смесь надежды и скрытого ужаса. Дом, который они купили, стоял на самой границе цивилизации. С одной стороны тянулась гравийная дорога, ведущая к далекому шоссе, а с другой... Сразу за задним крыльцом начинался лес. Не парк, не роща, а бескрайний океан тайги, уходящий на сотни километров на север. Переезд был идеей Алексея. Устав от бесконечных корпоративных гонок, пробок и смога, он мечтал о месте, где время течет иначе. Он искал покоя. Но выгружая первые коробки, он почувствовал странный холодок вдоль позвоночника. Стоя на веранде, он вглядывался в чащу. Ели стояли так плотно, что солнечный свет едва пробивался сквозь кроны, создавая вечный сумрак в подлеске. «Послушайте меня внимательно», – сказал он вечером, когда семья собралась у камина. Это была их первая ночь. «Я знаю, что здесь красиво. Я знаю, что это похоже на сказку. Но лес – это не Диснейленд». Он посмотрел на Максима и 7-летнюю Аню. Дети жевали сэндвичи, болтая ногами. «Здесь нет заборов», – продолжал Алексей, повысив голос, чтобы привлечь их внимание. «Звери здесь не знают, что мы – хозяева этого дома. Для них мы просто гости. Или еда». «Леша, не пугай их», – тихо попросила Елена. «Я должен, Лен. Они должны понимать. За порог без взрослых – ни ногой. Мусорные баки, цучей на замок, никакой еды на улице. Это не шутки. Дикая природа, это сила, с которой нельзя договориться». Первая неделя прошла в обманчивом спокойствии. Они обустраивали быт, расставляли мебель, учились топить камин. Дни стояли солнечные, и лес, казалось, принял их. Сосны шумели умиротворяюще, воздух был сладким, как мед. Дети были в восторге, находя шишки размером с дыню и наблюдая за бурундуками. Алексей начал верить, что его паранойя была излишней. Он видел, как расслабляется лицо Елены, как возвращается румянец на щеки детей. Все изменилось во вторник, на рассвете. Алексей проснулся от того, что кто-то настойчиво тряс его за плечо. Открыв глаза, он увидел бледные лица детей. «Папа, папа, там гость!» Шепотом, срывающимся на писк, произнесла Аня. «Какой гость в 6 утра?» Пробормотал он, еще не до конца проснувшись. «Большой, пушистый. Иди скорее». Они потянули его в гостиную. В доме было прохладно, по полу тянуло сквозняком. Огромное панорамное окно выходило прямо на кромку леса. Алексей подошел к стеклу и замер. Дыхание перехватило. Прямо перед окном, на расстоянии вытянутой руки, стоял медведь. Это был не просто медведь. Это была гора мышц и меха, темная, как сама ночь. Зверь стоял на задних лапах, и его голова находилась на уровне верхней рамы окна. Алексей почувствовал, как сердце ухнуло куда-то в желудок. Стеклопакет казался ничтожно тонкой преградой перед этой первобытной мощью. «Смотри, пап, он машет!» – восторженно закричал Максим. Медведь действительно вел себя странно. Он не рычал, не бил лапами по стеклу, не скалился. Его маленькие, глубоко посаженные глаза смотрели прямо на Алексея, разумно, внимательно. Зверь медленно поднял огромную лапу с изогнутыми когтями, каждая из которых было длиной с палец взрослого мужчины, и сделал движение, отдаленно напоминающее приветствие. «Он хочет подружиться!» Аня рванулась к двери. «Можно мы дадим ему хлеба?» Алексей среагировал мгновенно. Он схватил дочь за плечи и резко отдернул назад. Возможно, слишком грубо. «Стоять!» – рявкнул он. «Ни шагу к двери. Вы с ума сошли?» «Но он же добрый!» Глаза девочки наполнились слезами. «Аня, посмотри на эти когти!» Алексей указал на стекло, стараясь говорить спокойнее, но голос дрожал. «Один удар, и двери нет. Это хищник. Убийца. Если вы выйдете, он вас не обнимет. Он вас убьет.
Елена, вошедшая в комнату, вскрикнула, зажав рот рукой. Она прижалась к стене, не в силах оторвать взгляд от зверя. Медведь постоял еще минуту. Он переводил взгляд с Алексея на детей, потом опустился на 4 лапы. Его тяжелое дыхание оставило на стекле пятно тумана. Зверь медленно развернулся и, не оглядываясь, побрел в чащу, растворившись в тенях так же бесшумно, как и появился. «Он ушел», – выдохнула Елена. «Леша, нам нужно уезжать. Прямо сейчас». «Подожди». Алексей не отрывал взгляда от леса. Он не был красивым. Это странно. Визиты стали регулярными. Каждое утро, словно по расписанию, медведь, а судя по размерам, это была самка, появлялась у кромки леса. Она подходила к дому, вставала на задние лапы и смотрела в окна. Страх в доме стал таким же постоянным жильцом, как сами люди. Елена перестала выпускать детей во двор даже днем. Прогулки отменили. Окна первого этажа были зашторены, двери заперты на все засовы. Идиллия рухнула, сменившись осадным положением. «Мы живем как в тюрьме», – кричала Елена спустя неделю, когда медведица снова ушла в лес. «Зачем мы сюда приехали? Чтобы дрожать от каждого шороха? Алексей, это ненормально. Медведи не ведут себя так. Она нас выслеживает. Она ждет, когда кто-то ошибется. Лен, успокойся. Я заказал перцовые спреи и сигнальные ракеты». «Ракеты? Я не хочу отстреливаться, я хочу, чтобы мои дети были в безопасности. Давай продадим дом. Пожалуйста». Алексей и сам был на грани. Но в поведении зверя была деталь, которая не давала ему покоя. Он наблюдал. Он был аналитиком по натуре и профессии, и паттерны поведения значили для него много. «Она не ищет еду, Лена», – сказал он однажды вечером, просматривая записи с камер наблюдения, которые он спешно установил по периметру. «О чем ты? Медведи всегда ищут еду». «Смотри». Она подходит к крыльцу. Мусорные баки стоят рядом, полные. Она даже не нюхает их, она подходит к двери, смотрит в окно, ждет, пока я ее увижу, делает это странное движение лапой и уходит. И что? И уходит она всегда по одной и той же траектории. Она оглядывается. Лен, она словно зовет. На следующее утро все повторилось. Медведица подошла, поднялась, встретилась взглядом с Алексеем. В ее глазах не было голодного блеска хищника. В них была какая-то темная, тягучая тоска. Она опустилась, отошла на пару метров к лесу, остановилась и оглянулась на дом. Потом еще раз. «Я пойду за ней», – сказал Алексей, надевая тяжелые ботинки. «Что?» – Елена выронила чашку. Кофе разлился по полу темной лужей. «Ты сошел с ума. Ты никуда не пойдешь. Я должен понять, что происходит. Иначе мы никогда не будем здесь спокойны. Ты не вернешься. У нас дети, Леша. Я возьму ружье, ракетницу и спрей. Я не буду подходить близко. Если она проявит хоть малейшую агрессию, я вернусь. Но она зовет меня, Лена. Я чувствую это». Спор длился 10 минут, полных слез и криков. В конце концов, Алексей написал записку с координатами и временем выхода, заставил Елену пообещать, что она запрет двери и вызовет полицию, если он не вернется через 2 часа. Он вышел на крыльцо. Утренний воздух был ледяным. Медведица стояла у кромки деревьев метрах в 50. Увидев его, она не бросилась в атаку, не убежала. Она издала низкий горловой звук, не рык, а скорее ворчание, и медленно двинулась вглубь леса. Алексей сжал цевье ружья так, что побелели костяшки пальцев, и сделал первый шаг. Лес изнутри был совсем не таким, как из окна. Здесь он был хаотичным, грубым и подавляющим. Ветки хлестали по лицу, ноги проваливались во влажный мох, под которым скрывались коварные ямы. Алексей шел, стараясь не шуметь, но каждый его шаг казался грохотом в этом храме тишины. Медведица держала дистанцию. Она шла впереди, метрах в 30. Периодически она останавливалась, поднимала нос, принюхиваясь к ветру, и оглядывалась на человека. Если Алексей отставал, продираясь через бурелом, она замедлялась. Если он останавливался, переводя дух и борясь с желанием убежать обратно в безопасный дом, она издавала тот же призывный звук. «Что я делаю?» – думал Алексей, вытирая холодный пот со лба. «Я иду за диким зверем вглубь тайги. Это сюжет для новостей в рубрике «Трагические нелепости».
Но он продолжал идти. Страх постепенно сменился странным трансом. Вокруг была первозданная красота, которую редко видит городской житель. Лучи солнца прорезали туман столбами света, паутина блестела алмазной россыпью. И в центре этого величия был проводник. Мощный зверь, который мог убить его одним ударом, но вместо этого вел куда-то с маниакальным упорством. Прошел час. Лес начал меняться, деревья стали реже. Они вышли на старую просеку, заросшую малинником. Медведица ускорилась. Алексей едва поспевал за ней, дыхание сбилось, сердце колотилось в горле. Внезапно зверь замер. Шерсть на ее загривке встала дыбом. Она издала тревожный звук и нырнула в кусты, скрывшись из виду. Алексей остался один на открытом пространстве. Паника накатила волной. Куда она делась? Это засада? Он крепче перехватил ружье и медленно двинулся вперед туда, где исчезла медведица. Пройдя через густой подлесок, он внезапно наткнулся на забор. Обычный покосившийся деревянный забор. За ним виднелся старый бревенчатый дом, гораздо более ветхий и заброшенный, чем его собственный. Из трубы шел дымок. Рядом с домом стоял сарай, дверь которого была распахнута настежь. Алексей прислушался. Из сарая доносились странные звуки. Скулёж, скрежет металла и... мужской голос, ругающийся, на чем свет стоит. «Тихо, тихо, малый. Да не кусайся ты». Алексей осторожно перелез через забор. Медведицы нигде не было видно, но он чувствовал ее присутствие. Она была где-то рядом, в тени, наблюдала. Он подошел к сараю, держа палец на спусковом крючке. Заглянув внутрь, он увидел картину, от которой его брови поползли вверх. Посреди захламленного гаража, среди канистр с бензином и старых шин, сидел пожилой мужчина в грязном комбинезоне. Перед ним, зажатый в углу самодельной клеткой из старых палет, метался медвежонок. Маленький, испуганный. Он шипел и бросался на прутья. «Эй!» – крикнул Алексей. Мужчина подпрыгнул, выронив миску с молоком. «Господи!» – выдохнул он, хватаясь за сердце. «Ты кто такой? Откуда взялся?» «Я сосед. Живу через лес». Алексей опустил ружье, но не поставил на предохранитель. «Что здесь происходит? Зачем тебе медведь?» Старик вытер руки о штаны. Выглядел он растерянным и измотанным. «Да не нужен он мне. Беда с ним одна. Нашел я его, понимаешь? 3 дня назад. Шел по грибы, гляжу, лежит под корягой. Один. Пищит, еле дышит. Мамки нет. Ну, думаю, бросили сироту. Или браконьеры мамку убили. Жалко стало. Помрет же». Алексей начал понимать. Пазл складывался в голове с пугающей ясностью. «Ты забрал его домой?» «Ну да. Думал, откормлю да ветеринарам сдам. А он паразит. Оклемался и дикий совсем стал. Жрет все, орет, клетку ломает. А я дозвониться никуда не могу. Связь барахлит». «Ты не спас его?» – тихо сказал Алексей. «Ты его украл». «Чего?» Старик нахмурился. «Его мать жива. Она не бросала его. Может, она отошла за едой. Может, ты ее просто не заметил. Но она все эти дни ищет его». В этот момент снаружи раздался рев. Не тот тихий призывный звук, что Алексей слышал раньше. Это был рев ярости и боли, от которого задрожали стены сарая. «Черт!» – прошептал старик. «Это она?» «Она», – кивнул Алексей. «Она привела меня сюда». «Тебя? Медведица?» «Да. Она приходила к моему дому. Она просила помощи. Потому что сама она не могла зайти сюда, боялась тебя или запаха бензина, не знаю. Она поняла, что я тоже человек, и решила, что я смогу вернуть ей сына». Алексей выглянул наружу. Медведица стояла у кромки леса, вглядываясь в сарай. Она встала на задние лапы, раскачиваясь из стороны в сторону. «Слушай меня внимательно». Алексей повернулся к старику. «У нас очень мало времени, прежде чем она решит разнести этот сарай вместе с нами. Нужно открыть клетку и гаражные ворота. И самим уйти в дом. Быстро». «Но он же убежит», – возразил старик. «В этом и смысл. Они действовали быстро». Старик дрожащими руками отодвинул палет. Медвежонок, почувствовав свободу, метнулся в угол, шипя. Алексей распахнул широкие ворота гаража. «Уходим!» – скомандовал он.
Они забежали в дом и захлопнули дверь, прильнув к окну. Медвежонок не сразу понял, что путь свободен. Он осторожно высунул нос из сарая, принюхался. Ветер донес до него знакомый запах. Он издал тонкий пронзительный писк. Из леса тут же отозвались. Медведица рванула через двор, забыв об осторожности. Она подбежала к сараю именно в тот момент, когда медвежонок неуклюже выкатился наружу. Сцена их встречи была настолько трогательной, что у Алексея защемило сердце. Грозный хищник, который мог одним ударом снести голову, сейчас нежно обнюхивал своего детеныша, подталкивая его носом, урча что-то успокаивающее. Медвежонок терся о ее мохнатый бок. Они постояли так минуту. Затем медведица подняла голову и посмотрела на дом. Прямо в то окно, где стояли люди. Алексею показалось, что им... Она снова кивнула. Едва заметно. Затем она развернулась, и пара, огромная черная гора и маленький черный комочек, медленно побрела в лес. «Ну и дела», – прошептал старик, доставая пачку сигарет. «В жизни бы не поверил». «Я вызову рейнджеров», – сказал Алексей, чувствуя, как адреналин наконец отпускает, сменяясь дикой усталостью. «Пусть проверят их. Медвежонок мог подхватить инфекцию или привыкнуть к людям. Это опасно». «Вызывай», – махнул рукой сосед. «А я пока чаю поставлю. Ты, парень, кажется, мне жизнь спас». И сарай. Рейнджеры прибыли через 3 часа. Алексей к тому времени уже позвонил Елене, успокоил ее, хотя это было непросто, и ждал специалистов. Историю выслушали с недоверием, но следы когтей и шерсть в гараже были неопровержимыми доказательствами. Ветеринары, прибывшие с рейнджерами, решили подстраховаться. Они выследили семью медведей. Те не ушли далеко. Мать давала детенышу отдохнуть. Животных временно усыпили транквилизатором. Это было необходимо для полного осмотра. Медвежонок был слегка обезвожен, но здоров. Мать была истощена стрессом, но в остальном в порядке. Им поставили ушные бирки с GPS-трекерами и отвезли глубоко в заповедник, подальше от человеческого жилья, чтобы разорвать образовавшуюся связь человека. Тема-зацея человек-еда-помощь. Когда Алексей вернулся домой, было уже темно. Елена встретила его на крыльце, и на этот раз не было ни упреков, ни криков. Она просто обняла его так крепко, что ему стало трудно дышать. «Ты был прав», – прошептала она, – «но больше никогда так не делай». Жизнь постепенно вошла в колею, но стала другой. Страх ушел, уступив место уважению. Они больше не воспринимали лес как красивую картинку или как враждебную среду. Лес стал соседом, сложным, строгим, но справедливым. Они продолжали видеть медведей, но теперь только издалека. Иногда, гуляя по безопасным маршрутам, Алексей замечал темный силуэт среди деревьев. Он поднимал бинокль и видел знакомую бирку на ухе. Медведица больше не подходила к дому. Она не искала встреч. Медвежонок рос невероятно быстро, превращаясь в сильного молодого зверя. Алексей и Елена не ослабили бдительности. Двери запирались, мусор убирался, детям строго-настрого запрещалось играть у кромки леса без присмотра. Но теперь эти правила выполнялись не из панического ужаса, а из понимания законов этого мира. Тишина леса больше не пугала. Она была спокойной. И теперь Алексей знал, даже если он не видит никого в чаще, он никогда не бывает там совсем один.